Всем большой привет! Я Марина. И сегодня я хочу поделиться с вами 3 простыми идеями переделки дешевых елочных шаров. Как уже понятно из названия, вдохновлялась я фотографиями из Pinterest, и мне уже очень не терпится поделиться с вами своими идеями, поэтому давайте начинать. Шары я взяла самые простые, пластиковые, которые продаются в любом супермаркете. Игрушки у меня имеют некоторые недостатки, и на елку такие уже не повесить, но их можно переделать. Но прежде чем переделывать, я их предварительно подготовила, потому что я не была уверена, что акриловая краска хорошо ляжет на глянцевую поверхность шара, и я счистила эту поверхность канцелярским ножом. Снимала глянец не только самого шара, но еще и с хвостика или фурнитуры. Затем я обезжирила шары и покрыла их акриловой краской примерно в 2-3 слоя с промежуточной просушкой. Шары подготовлены, и вот такими они у меня получились, и теперь можно начинать их переделывать. На первый вариант я вдохновилась вот этой фотографией. Сначала на шаре карандашом я намечаю размер и местоположение будущих елочек. А затем рисую их контур. После этого акриловой краской замешиваю темно-зеленый цвет. Я старалась добиться такого натурального хвойного оттенка, поэтому замешала черную, желтую и зеленую краски. И затем полученным цветом закрашиваю елочки. После того, как краска высохла, прохожусь белой акриловой краской по всем недочетам, лишним точкам, каким-то дефектам и уточняю контур елочек. Когда все окончательно высохло, остается только нанести финишное покрытие. Для этого я буду использовать глянцевую акриловую эмаль в баллончике, а вы можете использовать все, что вам нравится. Такая же эмаль, либо акриловый лак. Оставляю шар высыхать и перехожу ко второму варианту. Для этой идеи я буду использовать пищевую соду. Я замешала акриловую краску светлого цвета, и изначально я планировала сделать более бежевый замес с таким желтым подтоном, но из-за красной краски, которая случайно попала в замес, цвет получился более розовым. Затем в эту краску я добавила пищевую соду, делала это на глаз до получения густой текстурной пасты. И для более текстурного нанесения краски на шар я буду использовать жесткую кисть. У меня кисть вот такая с натуральным ворсом козы. Этой кистью я набираю довольно много краски и с помощью крупных мазков в хаотичном порядке закрашиваю шар до тех пор, пока результат меня не устроит. На самом деле я видела несколько вариантов добавления пищевой соды. Кто-то добавлял ее непосредственно в краску, а кто-то посыпал ей свежевыкрашенный шар. Я решила пойти самым простым путем и просто добавила соду в краску. Такая интересная текстура у меня получается, и я отправляю его на просушку. Идею для третьей переделки я взяла вот с этой фотографии. Этот шар меня просто покорил своими объемными элементами, которые мне очень захотелось повторить. Сначала на шаре карандашом я расчерчиваю границы будущих объемных элементов. Использую для этого небольшую полоску листа в клеточку, на которой заранее отмерила необходимые мне размеры. Затем точками переношу эти размеры на шар.
и соединяю точки в горизонтальные линии. У меня получается вот такая разметка. Для создания объемных элементов я буду использовать акриловый контур. Наношу контуром вертикальные линии, стараясь не выходить за начерченные границы. В отличие от оригинальной картинки, я не рисовала линии близко друг к другу, так как мой контур все-таки немного жидковат, и линии могли просто сливаться. Когда все линии нанесены, отправляю шар высыхать. Мой контур сох довольно долго, наверное, где-то сутки, и я наносила его в 2 слоя, потому что, как я сказала ранее, контур жидковат, и при высыхании он немного проседал. А после высыхания покрываю акриловой краской в 2 слоя. Когда объемные элементы окончательно высохли, я смешала несколько оттенков коричневого цвета, посветлее и потемнее. Этими цветами я буду делать брызги. Беру обычную зубную щетку и с помощью нее набрызгиваю цвета на шар. Стараюсь делать это более неравномерно, добавляя где-то больше брызг, а где-то меньше. А после высыхания покрыла шар уже знакомой прозрачной глянцевой эмалью. Когда все шары высохли, пришло время соединять их с фурнитурой. Фурнитуру я подготовила заранее за кадром. 2 штуки я покрыла золотой поталью, а одно покрасила с помощью гель-лаков для ногтей. Для первого шара я беру золотую фурнитуру и красную ленточку для контраста. Для второго шара также золотую фурнитуру и джутовую веревочку, как в оригинале. Для третьего шара использую оставшийся коричневый хвостик. На оригинальной картинке шар не имел ленты, но я решила добавить ему коричневую ленту в тон фурнитуры. Итак, шары готовы, можно вешать их на елку и наслаждаться результатом. Вот такие вот шары у меня сегодня получились. Пишите в комментариях, какие идеи вам понравились больше всего. А еще не забывайте подписаться и поставить лайк, так как это помогает продвижению канала. А мы с вами скоро увидимся. И пока!